Приветствую! В ремонте DVD-плеер Pioneer DV600 EVK. Мой личный DVD-плеер с 2008 года, исправно работающий вот уже 18 лет. Изготовлен он в Таиланде. Много лет назад я уже снимал обзор на него. Как и вся современная техника, при подключении шнура питания в сетевую розетку, его импульсный блок питания уже в работе. Данной кнопкой Standby или соответствующей кнопкой инфракрасного пульта DVD-плеер переводится из дежурного режима в рабочий. На днях внезапно он перестал реагировать на данную кнопку включения. Чтобы получить доступ к монтажной плате блока питания, выкручиваю 3 черных самореза на тыльной стенке и по одному на боковых стенках корпуса. Снимаю верхнюю металлическую крышку корпуса. Здесь слева от фронтальной панели закреплена плата импульсного источника питания. Предохранитель не в обрыве, целый. Контроль выходных напряжений осуществляется на разъеме CP504. Здесь выводится параллельно на контакты 1 и 2 напряжение плюс 5 вольт на USB порт. Контакты 3-4 это нулевой потенциал. Перевожу DVD-плеер в рабочий режим. Напряжение отсутствует. А основные напряжения контролирую на разъеме CP502. Здесь выводы 1, 4, 7 и 11 это общий вывод. На контакте 2 имеется 30 мВ вместо 12 вольт. На контакте 3 нестабильные 3,3 вольта вместо 12 вольт. На контакте 5 отсутствует 5 вольт. На контакте 6 отсутствует напряжение 6 вольт. Контакты 8-9 запараллелены, на них отсутствует напряжение 3,3 вольта. На контакт 10 должно поступать напряжение порядка 3 вольт с материнской платы для перевода из дежурного в рабочий режим. Отсутствует. И на контактах 12, 13 и 14 нестабильное напряжение очень низкого уровня. На 14 должно быть минус 28 вольт. В первичной цепи источника питания используется шим-контроллер STR-A6151 со встроенным в него полевым транзистором. Микросхема формирует импульсы и усиливает их для запуска трансформатора. Ее вывод 3 это общий в первичной цепи, а на второй подается питание. Вместо нужных 17,5 вольт здесь нестабильные 12-14 вольт. То есть контроллер не выходит на рабочий режим, вероятно, из-за проблем во вторичной цепи трансформатора. При прозвонке мультиметром выявил пробитый на короткое замыкание диод шотки D510 типа SR290. Из обозначения следует, что он на ток 2 ампера и обратное напряжение 90 вольт. Его анод соединен через трансформатор с общим выводом. Из-за пробития его катод также соединен с общим выводом. Перекушу вывод катода, чтобы локализовать причину короткого замыкания. Относительно общего вывода мультиметр показал, что далее короткого замыкания в цепи диода D510 нет. После того, как я разомкнул цепь диода D510, ситуация не поменялась. Независимо от того, пробит этот диод накоротко или он в обрыве, шим-контроллер так и не вошел в рабочий режим, его напряжение питания также оставалось нестабильным, ну и соответственно отсутствовали все выходные напряжения источника питания. Чтобы заменить неисправный элемент, надо извлечь плату питания. Отсоединяю все шлейфы от разъемов. Разъем CP8102 на этой плате припаян. Он отключается со стороны материнской платы. Далее со стороны тыльной стенки DVD-плеера выкручиваю 4 самореза стального цвета от внешних разъемов. Отключаю шлейф фронтальной панели от разъема на материнской плате. Отсоединив все защелки снизу и по сторонам, снимаю фронтальную панель. Здесь выкручиваю 2 винта.
Отсоединяю разъем. Ну, в принципе, можно и не отсоединять. Соединю. И снимаю плату USB порта назад. Тут пружина еще такая есть. Выкрутив еще 3 винта шайбами, снимаю металлическую скобу под этой платой, так как в нее упирается плата питания, когда нужно будет подать вперед, чтобы вынуть внешние разъемы из своих позиций на тыльной стенке. Плата питания зафиксирована на 4 винта. Выкручиваю их. Подтянув немного на себя этот провод, в принципе, можно его извлечь, если выкрутить 4 винта DVD-привода. Далее осторожно подаю плату питания вперед, высвобождая из разъема из своих позиций. Так, и снимаю крышку. Для удобства я все-таки извлек плату целиком, освободив эту пару проводов из пластиковых клипс за DVD-приводом. По ним транслируется звук на оптический выход. Взамен буду устанавливать диод шотки SR2100 на обратное напряжение 100 вольт. Диоды шотки имеют сопротивление PN-перехода в 2 раза меньше. Конкретно 309 Ом вместо порядка 600 Ом. Паяю его. Соблюдая положение анода и катода, устанавливаю диод на монтажную плату. Серая полоса на корпусе обозначает катод. И припаиваю его. Все готово, установил плату на место, подключил разъемы, подаю питание. Заметно какое-то движение привода. Проверяю наличие напряжения 5 вольт на USB. Имеется. Далее на разъеме CP502. Второй вывод 12 вольт. Третий 13 вольт. Так, четвертый корпус. Пятый 5 вольт. Шестой 5,8 вольт. То есть DVD-плеер без нажатия кнопки сразу перешел в рабочий режим. Седьмой это 0. Восьмой 3,2 вольта. И на девятом тоже должно быть 3,2 вольта. Ну это 3,3. Десятый 3,1. 11 это 0. 12 минус 21,3 вольта. 13 минус 17,7 вольта. И на 14 минус 26,2 вольта. То есть, в принципе, блок питания исправен, он заработал. Далее собираю DVD-плеер в корпус. При окончательной сборке не забываем защелкнуть со стороны проводников пластиковую крышку на плате питания и вынуть из-под нее же, обычно он туда заваливается на дно корпуса, вот этот тонкий шлейф от платы USB-порта. Готово. Собрал пока в таком виде, крышку не закрывал, попробую включить с пульта. No диск. Устанавливаю диск. Окей, все работает. Значит, я видел на YouTube ремонт подобной платы питания в DVD-плеере Pioneer DV500K. У автора того видео на выходном разъеме платы питания присутствовали некоторые напряжения, в частности минус 28 вольт на 14 выводе. Но оказался также закорочен этот диод шотки D510. Выходит так, что это проблемный элемент в схеме этого источника питания. Ну а бюджет ремонта составил 20 белорусских копеек. И закрываю крышку. HDMI кабелем соединил плеер и телевизор и проверил считывание видеодиска. И музыкальных файлов с USB носителя. Картинка транслируется на экран, DVD-плеер отремонтирован. Благодарю вас за просмотр и оценку этого видеоролика. До встречи в новых видео. Всем пока!